Давай так, если там будет рыба, а там она точно будет, то ешь ее ты. Без проблем. А деликатес отказываешься? Ой, привет, ребята. Это новый выпуск передачи СССР. И, как видите, мы собираемся войти в ЧУМ. Сегодня мы поближе познакомимся с бытой и культурой ненецкого народа Севера. Сегодня нас встречает самый медийный ненец Нового Уренгоя, Роман Яндо. Здравствуйте. Здравствуйте, Ань, здорово. А прежде чем мы начнем, мы видим то, что вы тут не одни. Можете нас познакомить со своими друзьями? Конечно, я вас с удовольствием предоставлю возможность моих коллег. Это Анастасия, сама национальности коми. Это Динара, но она тоже знаток ненецкой культуры. Егорка, он оленевод, юный оленевод. Если вы смотрели наши прошлые выпуски, вы знаете то, что мы предложим вам надеть наш фирменный фартук. Я с удовольствием, конечно, в подарок его приму, но мне просто сегодня неудобно будет в ней работать. Можно я в национальной одежде будет? Конечно, Все. Благодарю вас. Начинаем? Да, конечно же, мы сегодня наших зрителей будем знакомить с блюдами именно коренных народов Севера, именно ненцев. Мы начнем со строганины. Начинается строганина делаться из белой рыбы, именно сиговых пород. Сюда относятся шокур, пыжьян, муксун. Гость пришел к нам, гости. Мы должны в первую очередь ему, конечно же, сказать, что у нас есть рыба. Будешь рыбу? Будь то она строганина, будь то она вареная, будь то она жареная. Но мы сейчас будем готовить строганину. Вы будете помогать мне? Конечно. Все, конечно. поехали. Вы берите салфетку. Видишь, вот так вот. Угу. Повторяете за мной. И надо сказать о том, вот возьмите нож, открой. Нож должен быть сделан своими руками. И обратите внимание, нож трехконечный, да? Трехконечный, треугольный. Он очень хорошо строгается и образуются кольца. Вот вы сейчас попробуйте кольца. Хорошо? Угу. Давайте сначала почистим эту рыбу. Значит, всегда у ненцев рыбу надо начинать откуда? Со спины. И всегда любой ненец обратит внимание, с какой стороны он начнет резать. Да это вообще тяжело на самом деле. Да? Можете рассказать побольше про ножи как раз? Вот этот нож, он трехгранный. Почему трехгранный мы взяли? Для того, чтобы наши стружки, то, что мы строгаем рыбу, должны быть кругленькие. Вот мы с вами сняли шкурку. У меня как-то тут не очень много выходит. Да, но ты понимаешь, я знаю, что ты этого никогда не делал. Ага. Мы сейчас пока это уберем. С какой стороны? Вот так вот, да? С этой стороны, со спины. Ага. Значит, Вот если она. человек начинает со спины, у него будет очень удачливая, хорошая хозяйка, жена. Давайте спина. Если с этой стороны, то ее немножко надо будет подгонять. Так, у нас, видите, сейчас кольца у нас не получится. Вот этот хребет мы снимаем вот так. Теперь постараемся сделать стружки. Угу. Рыбка у нас растаяла, не очень удачные стружки у нас получится. Вот смотрите. Раз. Видите, не очень она растаявшая. Но это пластами. То есть хозяйка сейчас она сама будет накручивать. А это насколько глубоко или Да, надо делать? где-то там 0,2 миллиметра. То есть вот так вот, да? Да. Кольца. Интересно. Илюш, дашь потом попробовать? А то мне тоже жену хорошую. Давай. Ага. Да, попробуй. У нас у ненцев вот есть понятие такая белая рыба, а есть черная рыба. Черная рыба это ясь, плотва, ёрш, щука, налим. То есть эта рыба идет только в основном на переработку.
А когда мы будем пробовать уже? Ну, давай попробуем. Хозяйка, дай-ка нам то, что мы настрогали. У нас, у народов севера, что у коми, что у селькупов, что у ханты, что у ненцев, рыба всегда преподносится к рыбе оленья кровь. То есть мы берем рыбу и макаем ее в свежую оленью кровь. По своей насыщенности полезных веществ оленей кровь среди сельхозживотных на первом месте. Так природа, видимо, предусмотрела. Потому что в тундре, вот в кочевых условиях жизни, другого источника витаминов для организма, именно кочующего населения, нету. Берите кусочек. Вы никогда не пробовали? Нет, еще ни разу. Да. Это рыбка. Просто вот вы берете и макаете его. Это у нас строганина. Вкусно? Интересный вкус. Вкус. Нету рыбы. Вот у нас же вот тундровиков как? Пришел с охоты, с рыбалки или откуда-ли. Рыбу съел, чай попил, уже сытый. Да? Угу. Ты уже там. В мечтах уже расплываюсь, думаю. Насчет вкуса. Да. А теперь давайте, знаете, что попробуем еще? Строганину из мяса. И причем надо делать и строганину из жирного мяса. Строгаем мясо оленину. Конечно, его надо тоже уметь строгать, но его надо преподносить тоже в виде строганины. Когда она мороженая, она тоже образуется кольцами. Ну вот я понимаю, что вот эту строганину вы на улице где-то взяли и заморозили. Так. А если мы дома захотим что-то подобное сделать, мы можем в морозилке, не знаю, например? Конечно, вы можете. Для того, чтобы приготовить свежую строганину из хорошей рыбы, рыба имеет срок годности 3-6 месяцев, то вы свежую рыбу обязательно должны заглазировать. То есть вы ее покрываете льдом. Наращиваете, льете воду, чтобы рыба нарастила на себя лед. И тогда она дольше сохранится, по крайней мере, 3 месяца. Ну вот мы попробовали строганину Да. из мяса и из рыбы. А какие есть еще национальные блюда? Конечно, вот это данное, то, что мы настрогали, это в первую очередь предлагают как первое, да, блюдо. А сейчас мы с вами покажем, какие еще виды блюд делаются из рыбы и в том числе из мяса. Но об этом, конечно, расскажут наши хозяйки, и в том числе и я. Сейчас будет шупа с оленевого мяса. Он подается в горячем виде. А дрова-то где брать для печи? Вот где я родился, в Гыданской тундре, там проблематичней. В основном зимой это тальник. Но тальник надо же еще вытащить из-под снега, когда он полностью ушел под снег. Вот мы зимой целые сутки добываем этот тальник. Это кустарник. Угу. Ну, еще есть ольха. Ольха, она до 3 метров. Она в пойме реки Танама. Кто-то тебя торопит. Я перец съел случайно. Ну ничего. Так, продолжаем. А сейчас в современном мире дрова нам привозят. Правительство автономного округа привозит нам дрова до поселений. А вот расскажите, вот какие еще блюда у нас тут есть на столе? Да. Вот это холодец. Из костей Из оленя. конечности, да, оленьих ног. Да. Копыта. Костей, да, копыта. Копыта. Оленьи кости у нас просто так не выкидываются. Здесь у нас нарезка отварное сердце и сушеное наше по-ненецки мясо оленя. Да. Высушиваем и также подаем. Вот Да. это можете пробовать. У нас у ненцев только мясо, рыба на столе. То есть в сыром, вареном, переработанном виде. Это вот у нас колбаса
из оленины, сырокопченая колбаса. Олень – главный достаток. Это главный достаток оленевода. Это, считай, у оленевода, если 2000 оленей, это его карточка, это его карман. И поэтому он 365 дней их пасет для того, чтобы на столе было много-много разных видов продуктов из оленины, и в том числе колбаса. Расскажи, пожалуйста, про рыбку жареную. Рыбка жареная, это ряпушка. Наша северная рыба получается. А вот соленая рыба, малосольная получается. Мы ее солим, сутки она лежит, и потом уже можно употреблять. Ряпушка и корюшка, ну-ка расскажи. Тоже солится цельными 10 часов примерно. И промывается, вялится, вялим, коптим также. И подаем. Очень вкусно. У нас на маршрутах кочевий у немцев есть свои родовые угодья, родовые озера, речки. И они у нас родовые. И в каждом озере есть шокур, самый жирный, и обязательно он икряной. Мы всегда, начиная с 20 июня по 20 июля, переходим на рыбу. А начиная с 18 июня до 20, где-то 2 недели переходим только на перелетную птицу. То есть мы перелетную птицу, это гусь, утку едим. Рыбу нам нельзя есть, мясо оленина нельзя. А вот немцы, которые в город переезжают, они меняют свои традиции? Или, может, начинают есть чипсы или что-нибудь другое? Мир меняется, меняется менталитет, в конце концов, кочевых народов Севера. Конечно, они тоже видят, что, оказывается, есть горячая вода, бежит с крана, когда можно каждое утро мыться. И тем не менее, они этой культуре возвращаются все равно. Конечно же, и еда меняется. Меняется культура еды, культура общения. И, конечно же, и чипсы появились, но чипсы в первую очередь они едят, уже готовят из оленьего мяса, из рыбы, из щуки. Привет, Егор. Расскажи, пожалуйста, как молодежь живет в тундре. Молодежь живет в тундре, помогая своим родителям. Например, кослать, собирать оленей, убирать снег, рубить дрова. Расскажи, пожалуйста, о своих вещах. Что вот на тебе вот надето? Пояс. Он сделан из оленей шкуры, из оленьих рог и костей. С какого возраста у детей появляются ножи и такие украшения? С 5 лет. У тебя свой олень есть, это правда? Да. Какой твой самый любимый олень? Авка. А вот что это за олень Авка? Олень Авка. Это ручной, получается, мы приручаем его. Он, можно с маленьких, там даже мама, когда его бросила, видно, что мамы нету рядом. Его берешь, забираешь и везешь себе в чум, получается. И кормишь его, молоком, маленькие же они еще. Их подкармливают или сухим молоком, или какое там есть молоко. Подкармливаешь, и они потом ручные стоят и бегают за тобой. А вы, получается, большую часть времени живете в тундре, да? Да, в тундре живем. Не сложно в тундре жить. Мы в поселок приезжаем за продуктами тоже вот так вот. Нужно же закупиться, получается. Не всегда же олень, рыба и мясо только у нас. Мы покупаем тоже хлеб, ездим, брать сахар, побольше сахара, муки, чтобы нам стряпать. Как вы в тундре наказываете детей за какие-либо проступки? Мы их отправляем, чтобы они дрова сделали за наказание такое. Пошел, порубил дрова, занес. Сказать, чтобы он пошел за водой. Снег у нас получается. Снег или лед привезти там на снегоходе или на оленях. А вот чем отличается ваша жизнь городская и та, когда вы жили в поселке? Вся родня собирается, столы накрываются, строганина, бульон, гусь варится, все. Вот это традиция у нас, встречаемся. А здесь уже в городе, конечно, мы все время в основном работаем. Только можем вот так вот приехать к Роману Хасавовичу, встретиться здесь в чуме, посидеть, как в поселке, и отвести душу, все по национальные вкусности приготовить и посидеть здесь. Чум – это традиционное
жилище коренных народов севера. Нам вольготно, мы в Чуме живем. Нам тут нравится, потому что Чум имеет сакральное значение. Что значит там вот в Чуме, вот верхушка, да, там небо видим, звезды мы видим. Через это отверстие мы общаемся с духами верхнего мира. Ребенку запрещено, где попало, заходить в Чум, выходить в Чум. В Чуме должно быть 40 шестов. В Чуме есть самый главный шест, называется Шимзы. На этом шесте обычно привязываем амулеты по разрешению шамана. А есть ли у вас какие-то приметы? Вот хозяйка Чума, когда топит печку, допустим, открытый огонь у нас летом, она огонь разжигает. И вот она разжигает, и в то же время она с огнем разговаривает. Если огонь разжигается не с первого раза, это плохо. Значит, это к ненастной погоде. Нельзя плеваться в огонь. Нельзя через огонь перепрыгивать, когда не надо. Через огонь перешагиваем тогда, когда мы делаем обряд очищения. Даже дети, которые со школы привезли сегодня на вертолете, они пока обряд очищения хозяйка не сделает, они даже в Чум им нельзя заходить. На новое место кочуем. Все имущество, всех людей мы очищаем огнем. Но это делает вот хозяйка Чума. Она знает, как это делать. Мы четко понимаем, когда северное сияние будет, когда яркое солнце, когда хорошая погода. То есть мы учимся у природы, мы живем с гармонией с природой. Какие персонажи чаще всего фигурируют в ненецких сказках? Персонажами являются, конечно же, все, что нас окружает в тундре. Это тот же писец, тот же волк, мишка бурый. То есть это главные персонажи, которые присутствуют во всех сказках. Сказки у нас всегда больше к воспитанию человека, будь то это взрослый человек, будь то это ребенок. Что значит с детства понимать, что такое природа, что такое солнце. Они нас воспитывают, эти сказки. И эти сказки нас с детства приучили быть доброжелательными, умными, порядочными. Знаете, это больше похоже на путешествие, чем поход в гости. А у нас в передаче есть традиция, это же, конечно же, подарок. Вот такая вот памятная стела, мы вам дарим ее. Спасибо. И что-то тут написано: за любовь к традициям. Спасибо огромное. Спасибо за то, что вы пришли. Мы долго готовились. Друзья, и на этом мы с вами прощаемся. Это была программа СССР, список секретных семейных рецептов. Всем удачи и всем пока!